Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ирина Пашинская, и сегодня я бы хотела с вами обсудить очень важную тему, касающуюся ЛГБТ-сообщества, соответственно, того, что происходит в мире, а главное на территории России, да, и с ЛГБТ-сообществом, которое российским ЛГБТ-сообществом, да. Несколько дней назад в Польше прошел ЛГБТ-марш, во время которого люди, которые имеют свое мнение, которые имеют свое желание, которые имеют свое видение жизни, рассказывают об этом свободно по всему миру, да, и всем людям, да, вокруг. И в Польше это прекрасно люди принимают и понимают, и как бы ты хочешь быть тем, кем ты хочешь быть, и будь. И это замечательно. Конечно, общество делится на тех, кто как бы за тех, кто поддерживает ЛГБТ-активистов, и те, кто не поддерживает ЛГБТ-активистов. Но в общем, в нормальном, свободном мире каждый человек может проявляться так, как он хочет, и это будет его личный выбор. Никто не может ему это запретить. Но глядя на то, что в одной стране могут быть люди свободными и счастливыми, в другой стране, к сожалению, по собственному выбору люди не могут проявлять себя. И именно в России, как мы видим, правила в отношениях ЛГБТ-сообщества ужесточаются и ужесточаются с каждый период, каждое какое-то время. Отсутствие гражданских прав, свобод, аресты полиции, побои, издевательства, все это происходит на данный момент и происходило ранее. Ситуация ухудшается еще тем, что на данный момент, как вы знаете, Россия ведет войну на территории Украины. Хочу уточнить сразу, что активисты ЛГБТ на территории России — это одни из тех людей, одна из тех ячеек общества, которые, конечно же, против войны, выступают против войны и говорят повсеместно, везде делают разные акции насчет того, чтобы эту войну, эту специальную операцию прекратили. Конечно же, вы можете спросить, какая разница, что происходит, и какая разница, какие там люди, что там с ними хотят сделать, какие законопроекты и что там хотят представить. Но мы не можем быть эгоистами, и мы не можем быть такими же, как и они, да, мы должны понимать, что мы не можем уподобриваться им, и мы должны идти вперед, и если кто-то нуждается в помощи, мы должны об этом хотя бы говорить, да, и не молчать об этом. Бывают такие ситуации, не должны оставаться незамеченными в общественности. И именно эта ситуация, которую я сейчас вижу, это отсутствие интереса к этой проблеме, да, к проблеме ужесточений прав ЛГБТ-сообщества в России. Последнее изменение российского ЛГБТ-законодательства является закон о пропаганде нетрадиционных сексуальной ориентации, коррекции пола и педофилии, подписанный российским государством в конце 2022 года. Сегодня Россия находится в процессе введения новых законов против ЛГБТ-сообщества. Загруженные файлы, которые вы сейчас видите, являются поправкой к закону, и эта поправка полностью ограничивает свободы ЛГБТ-активистов в России. Это законопроект, который еще не принят, но, возможно, будет принят. Он направлен на полное избавление России от ЛГБТ. Россия имеет, как вы знаете, новые проблемы с мобилизацией мужчин призывного возраста и хочет принудить, возможно, да, хочет принудить мужчин-гомосексуалов тоже к участию в специальной военной операции в Украине по новым призывным нормам. Гомосексуалистов до сих пор не пускают в армию из-за их сексуальной ориентации. Во время процедуры назначения на медицинскую комиссию мужчины-гомосексуалисты обычно выбирали не прохождение военной службы, а прохождение каких-то гражданских служб вместо этой же военной. Это означало, что они не участвовали в военных специальных операциях и каких-то учениях. Но проект нового закона, поправка к закону 2022 года, предотвратит выбор государственной службы и заставит ЛГБТ, собственно, обратиться за медицинской помощью, в первую очередь из-за своей ориентации, которая указывает на то, что это ненормально, что это нужно лечить. И люди, которые просто имеют другое мнение, имеют другую ориентацию, они должны будут проходить фармакологическое лечение, да, и это звучит совершенно как-то ненормально из разряда 16 века, где такое могло происходить, но только не в 21 веке, не сейчас. Я припоминаю, что это не данный закон, который только что приняли, это законопроект, который, возможно, примут, и мы об этом говорим, говорим, предотвращая это, да.
Конечно, затем следующее. Насильно призывать людей в качестве простых солдат, пусть и очень плохо обученных в армию России. То есть это будет насильственный призыв, не без возможности выбора, куда там человек хочет пойти, никаких гражданских возможных служб, только военная служба насильственного характера. В конечном итоге, как мы понимаем, солдат, который вообще не хочет идти, мы говорим, конечно, о армии России, о армии террористе, которая сейчас создает войну, убивает простых людей, гражданских на территории Украины. Но все же мы говорим сейчас не о тех убийц, да, а о людях, которые насильственно, которые не могут, возможно, даже выехать с территории России, потому что они, возможно, призывного возраста, но они совершенно полностью, стопроцентно не хотят выезжать, да, не хотят ехать на войну. Есть даже такой вариант, Украина даже предлагала таким людям переехать как бы как беженцы на свою территорию. И, конечно же, эти люди, если смогут это сделать, они, ну, как бы имеют такую возможность. Но все же очень большая вероятность, то, что их заставят пойти против своей воли, против своих убеждений. Вообще, это просто ужас, жуткий кошмар, идти воевать в Украину просто потому, что вот так вот нужно. Идти убивать людей, создавать войну и делать этот ужас, который творит сейчас Россия. Да, к сожалению, это очень грустно. Ну что ж, и по новым правилам ЛГБТ, сообщества ЛГБТ-активисты, которые не захотят лечиться, будут арестованы и заключены в тюрьму. Их также могут насильственно отправить в лечебное учреждение, где они пройдут соответствующие лечебные процедуры, и после лечения каких-то, я не знаю, фармакологических или каких-либо там могут вообще разные могут эксперименты на таких людях ставить, что это жутко ужасно, они будут отправлены воевать в Украину. И это нарушает полностью права человека, и именно в этом видео говорится об этом, о том, что люди, которые не хотят этого, которые выступают против войны, которые выступают против нарушения их свобод, они все равно могут сейчас быть уничтожены таким способом, и это просто ужасно. Ну и, конечно же, где плохо обученные эти люди, ЛГБТ-мужчины, будут отправлены на войну, и они там умрут. Они просто как будто будут вызваны как люди, в свою очередь, такие, которые должны воевать, просто как у нас заканчиваются уже люди, и мы делаем все возможное, чтобы хоть кого-то туда отправить. Ну, такое ощущение, что так поступает государства, да, что очень грустно и печально. Тема очень серьезная, тема сложная, тема непонятная, потому что вот то, что я говорю, я сама не верю, что это происходит сейчас в нашем мире, и сейчас мы можем как бы такое наблюдать, и это страшно, мои дорогие друзья, это очень страшно и печально, и вообще жутко, ужасно, что происходит война, что сейчас она была начата, Россия, и сейчас армия Россия воюет против мирных людей в Украине, и пытаются всему миру говорить, что это они вообще виноваты, что это они сами себя там взрывают, и еще своих же людей. Ладно, мы будем говорить о людях, которые там, не знаю, они могут называть хоть весь мир нацистами и говорить, что вот не знаю, мы всех поубиваем, но это твои же граждане, это люди, которые живут в твоей же стране, они воюют против всех. И это очень-очень печально, очень грустно воевать против своих же людей, просто потому что ты не понимаешь их. Там нет свободы слова, там нет права выбора, там ничего такого нет. И это ужасно грустно, мои дорогие друзья. Нам нужно обязательно об этом говорить и об этом не забывать. Еще раз напомню, что российское ЛГБТ-сообщество не хочет участвовать в войне, оно против полностью военной операции, которую называют так в России зачем-то, они против войны, они против убийства, они против всего этого. Это одна из самых активных сообществ, которые выступает против войны в Украине. И такие люди, которые находятся в тупике, они сейчас нуждаются как никогда в помощи всемирного общества. И чем лично мы можем помочь, так это информацией. Честно говоря, с информацией, которую я добыла в интернете, ЛГБТ из России все чаще выбирают сотрудничество с украинскими властями в обмен на убежище и защиту от властей украинских, да, то есть люди уже выезжают в Украину, потому что они понимают, что как бы
Мы пытаемся что-то менять. Они пытаются, да, они пытаются, и ходят они на акции, они ходят на протесты, они пытаются что-то менять, но они видят, что никаких изменений нет, ничего не получается. И поэтому многие пытаются уже бежать куда они могут и даже просят вот убежища у Украины. Конечно же, уезжают и в Европу, и в разные страны, если это вообще для них возможно. Вы спросите, возможно, меня, что я могу сделать лично, да, что каждый из нас может лично сделать. Тогда вы можете написать в организации, вот список организаций, которые, в принципе, не совсем как бы отреагировали на то, что происходит, да, и не совсем отреагировали на тот законопроект, который, возможно, будет принят. Вы можете им написать, узнать, почему эти организации не выступают так активно против того, что может быть введено против людей, которые живут на территории России, значит, именно тех, которые против всего, что происходит в мире, что творит Россия, и против войны, и против того, что их свободу хотят забрать. Кто этим людям поможет, если не все в мире, да, если не другие даже ЛГБТ-сообщества, европейские и другие всемирные, да, мы должны об этом помнить, мы должны об этом говорить, и, конечно же, если вы хотите помочь, то вы можете написать, вот здесь находится целый список, ряд организаций, также он будет находиться в описании этого фильма, вы можете сообщить им, что вы беспокоитесь об этом и что вы хотите увидеть какой-то ответ, и я думаю, что общими силами, возможно, мы добьемся какой-то реакции. И, конечно же, у меня есть большой вопрос ко всему миру вообще, как это больше философский вопрос, как это так происходит, что на нашей земле сейчас в Украине идет война, наших людей убивают, и мир как бы пытается помочь, но ничего не может с этим сделать. Такое ощущение, что это как будто бессильно. Ну, как будто бы это должно быть так быть, да, и оно не закончится, пока что-то не произойдет, то, что кому-то нужно. Как это происходит? Почему идет война? Почему люди должны жить в таком обществе? Почему люди должны лишаться свободы? Почему они должны страдать? Почему те, кто не хотят такой страны, не хотят, любят как бы свою родину, не хотят такой политики, не хотят таких ужасных условий, почему они должны быть насильно вылечены разными способами, отправлены на войну, которую они не понимают, которую они не хотят, они не желают ее, они ненавидят ее всем своим существом. Почему? Это философские вопросы, они тяжелые, но я могу сказать только одно: мы мало можем что сделать, мы мало, но поодиночке, если мы все вместе, мы можем сделать многое, мы можем сделать великие дела. Поэтому не забывайте о том, что каждый из нас является кем-то, кто может повлиять на ситуации. Не напоминаю еще раз, что полный список организаций находится в описании. Если вы хотите посодействовать, если вы близки к ЛГБТ организациям, может быть, кто-то является ЛГБТ-активистом, вы можете посодействовать и тому, чтобы везде, да, вообще бы хорошо было, чтобы везде во всем мире не было такого ужаса, и люди были свободны и имели свои права. Но вы можете посодействовать хотя бы тому, чтобы те люди, которые попали в ловушку своей же страны, могли бы оттуда выбраться или просто хотя бы не быть в такой ситуации, и чтобы этот законопроект не был принят. Потому что это на самом деле полное лишение прав и свобод человека, что является совершенно непонятным в наше время. Ну что ж, мои дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что смотрели это видео. Оно было очень важно, оно было действительно тема, которая редко где я наблюдаю. Люди не сильно хотят это обсуждать, но не забывайте, что каждый из нас может повлиять на что-либо, и информацию нужно передавать, и мы должны как бы этой наслышанностью делиться. Так что спасибо вам большое и до скорой встречи. До свидания.